Ну вот, наконец-таки я более-менее в рабочем состоянии. Все-таки болеть это плохо. Не то чтобы я себя плохо чувствовал. Обычный насморк. Ну, кашель, но горло болело. Но неделю пришлось проваляться. Потому что я понимал, что если я куда-то поеду или что-то буду активно делать, то только усугублю свою ситуацию. Скучал по вам, поэтому старался как можно быстрее выйти обратно в эфир. Поставьте мне, пожалуйста, за это лайк, за мое желание с вами общаться как можно чаще. Да, кстати, подпишитесь. Тот, кто смотрит без подписки, вдруг вы пропускали какие-то мои публикации на этой неделе, на предыдущих. Два канала, которые я активно веду. Это школа юридической самозащиты, адвокат Фри. И мой персональный канал, журналисты в Испании, Андрей Панюшкин, Андрей В. Панюшкин. Канал немножко по-другому пишется сейчас название, чем раньше, потому что я его в 2016 году открыл, вел его шатко-валко. Потом с 2017 года, и даже с 2018 я более активно его начал вести. Ну вот последние 3 месяца я прям туда заливаю контента чуть ли не ежедневно. Поэтому очень прошу вас подписаться. Жутко интересно, что с вами происходит. Пишите комментарии. Ну и вообще проявляйте активность. Может быть, я что-то упускаю. Давайте коротенько. Предновогодняя атмосфера здесь. Разукрасили город всякими гирляндами, поставили елку. Ночью до +5 падает температура. Но, в принципе, за счет того, что днем солнышко светит, деревья зеленые стоят, попугайчики до сих пор в них щебечут в кроне. Ну, это вместо воробьев тут. А чайки вместо голубей. В общем, особо новогодней или там рождественской атмосферы я не чувствую, если честно. Да, я так неделю проболел, надо работать, куча накопилось дел за неделю. Тут вообще такая расслабленная атмосфера, так что вот такого приключения. В этом отчасти, кстати, есть недостаток Испании. Сменяемости сезонов не так видно. То есть она, конечно, есть, но ее не так чувствуешь. Нет такого, что вот как в Краснодаре. 1 сентября пошел дождь, потом бабье лето, потом уже холодно, деревья, листья опали, потом какой-то снежок, потом дожди, ветра и уже зеленые почки, цветение. Ну, то есть такого в Испании нет. Тут плюс-минус все, ну, по крайней мере, около моря. Плюс-минус все такое, одинаковое. В Каталонии, конечно, холоднее, но все равно. А здесь, чем южнее, тем более смазано так все. Вот, наверное, если бы я поехал куда-нибудь в страну басков, там это было более заметно. Так, это я вам рассказал. Дальше. Сегодня закончился ретроградный Меркурий, и народ просто прорвало. Начали мне писать почему-то везде. Во всех мессенджерах, телеграммах, ватсапах, в инстаграме забросали меня. Ну, давайте я попробую на эту тему порассуждать. Влез я со своим мнением в высказывание Дробышевского. Я долго и много его смотрел видео и слушал. Но недавно я услышал видео
какой-то подкаст, с кем-то он сидел, честно говоря, не очень помню с кем. Много я смотрю на YouTube. И вот Станислав тоже, по-моему, рассуждал на темы демографии, хотя вроде он не демограф, антрополог, да? Ну вот, рассуждал на тему демографии, начал говорить, что Запад на нас напал и все такое прочее. Ну, в общем, повторял нарративы пропагандистские. Хочу вас обрадовать, ребята. Если вы под Западом имеете в виду коллективный Запад, то две страны, в которых я пожил, это Бельгия и вот Испания. В Испании, конечно, дольше всего. Да не думают о вас испанцы. Вы зациклились на России. Давайте так, вот с точки зрения европоцентричного мира, есть Европа с численностью населения порядка 700 миллионов человек. Где-то там, на границе Европы, есть большой кусок замороженной земли, большую часть времени, с населением в 140 миллионов. Последние данные, которые я видел по Испании, это порядка 49 миллионов человек. То есть Испания, Франция и Германия все вместе с головой перекрывают по численности Россию. То есть Германия порядка 90 миллионов, даже Испания с Германией уже перекрывает по численности Россию. Две страны всего лишь Евросоюза, даже без Франции. По доходу на население, на человека, по доходу ГДП, GDP, да, per capita, то есть по валовому продукту на человека Испания в 3 раза выше, чем Россия. 33 тысячи долларов против 11 в России. Есть некая ось евроатлантическая. Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, англосаксонский мир, связанный с, может быть, где-то там Австралия еще немножко. Есть деловые связи с Японией, с Южной Кореей, есть связи с Китаем. У испанцев голова на запад, они общаются со всем на одном языке, со всей Латинской Америкой, со всем западным миром. И вот это вот европоцентричность, вот это в тот котел, в котором они варятся. Тут есть мигранты много мигрантов именно из Латинской Америки. Но смотрите, во Франции мигранты из Африки. То есть французам, бельгийцам, у которых тоже были колонии, у европейцев же в основном колонии были где? В Южной и Центральной Америке и в Северной Америке. И, соответственно, в Африке. Вот об этом они и думают. То есть выходцы из колоний, французы и бельгийцы иногда думают о африканцах, потому что общий язык французский. Западная Африка говорит на французском языке. Англичане думают о англосаксонском мире, то, что называется Commonwealth. По-моему, 36 стран. Это Восточная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Общность языка, ребята. Общность языка. То есть вот для европейцев общность языка, португальцев это Бразилия, по-моему, под 300 миллионов человек. 250, может быть.
У французов это Западная Африка, огромное количество людей. Нигерия в 2 раза больше по численности населения, чем Россия. Только одна Нигерия. Вот. Она, кстати, англоговорящая, по-моему. Ну и Испания с полумиллиардом человек, говорящим на испанском языке. Они думают и говорят на одном языке с африканцами, с латиноамериканцами. Они не думают о россиянах. Им, чтобы о вас думать, им нужно переводчик, толкователь смыслов, жаргонов. А люди существа ленивые. Зачем им думать? Ну слушайте, у вас нету таких экономических связей с... Я имею в виду, у России нет таких экономических теперь связей с Европой, чтобы о вас думать. Нефть у них типа марокканская. То есть российская, конечно, но идет через Марокко. Газ у них теперь американский или там катарский. Вот. Зерно украинское. Удобрение, ну да, вот удобрение. Сталь была еще когда-то, но уже нет. То есть, понимаете, на самом деле никто так... Нет причин думать у испанцев или у европейцев постоянно о России. Отсюда и Россия похожа на капризного такого ребенка, второгодника, который ломает мебель в доме, поджигает кнопки в лифте, вломился в соседнюю квартиру на этаже у себя, разгромил квартиру, угрожает взорвать газ во всем доме. Ну, вот, если представить, что весь мир это такой многоквартирный дом, где-то там наверху в пентхаусе Соединенные Штаты, вот, европейцы где-то на верхних этажах живут с красивым видом, и где-то там ближе к низу сосед алкоголик, который всему подъезду дает прикурить и устраивает дебоши. Я, кстати, это сравнение рассказывал жене ФСБшника с сыном, который мы учились в Англии еще в 2014 году. Что Россия это вот такая вот, еще в 2014 году говорил, страна, которая как пьяный сосед, неадекват, который вломился, там, не знаю, горе в семье произошло, мужа в дурку отправили, так он вломился в соседнюю квартиру к жене, трахнул ее и забрал как бы одну комнату, это я в 2014 году говорил. Вот, ну сейчас уже все, он постоянно, извините, трахает эту жену, насилует ее детей, поубивал их. Вот весь дом сидит и думает, что делать, потому что этот неадекват может газ взорвать. Говорит, что у него еще и взрывчатка в квартире припрятана. Ну это для сравнения с ядерным оружием. Вот. И весь дом решает, что с ним делать, как с ним поступить. Потому что в квартиру подойдешь, а вдруг у него действительно взрывчатка припрятана, как взорвет сейчас и все. Вот так вот. То есть отношение не у всех, конечно, но у многих в Европе к России, к россиянам, что поехали кукухой. Так вот, собственно, возвращаясь к теме. Да, причем европейцы, они, конечно, понимают, что россияне и российский режим это не одно и то же. Что многие поддерживают, они верят, что многие поддерживают Путина, но при этом европейцы понимают, что так же, как и в случае с Ираном, есть репрессивный режим, есть народ, какой-то части оппозиционный. То же самое в России. Никто не считал никогда, что, допустим, весь народ Сирии от и до поддерживает Башара Асада.
которой уже нет. Вот. То есть есть тут промытые мозги с пропагандой европейской различной, но в основном люди понимают, что есть люди, отдельные граждане России, а есть режим. И у этого режима есть какая-то поддержка. Да, они верят пропаганде о том, что у российского режима серьезная поддержка. Ну, я его лично оцениваю, я видел в 2018 году, что Владимира Владимировича поддерживали порядка 40% населения. Я думаю, что так оно и есть сейчас. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Ну, к минимуму 1/3 это очень активная, очень мотивированная часть населения, которая получает ништяки, она точно поддерживает. Так вот, собственно, Дробышевский в Инстаграме говорил о том, что основная проблема в низкой рождаемости в России, это в том, что маленькие квартиры. Ну, я вот человек, который вырос в однокомнатной квартире, прожил там 17 лет, 24 квадратных метра, 4 человека там жили. И, насколько я понимаю, все в 70-е, 80-е годы был пик, ну, в 70-х, в начале 80-х был пик рождаемости в Советском Союзе. Но квартиры в Советском Союзе не были все большими. Какое было отличие Советского Союза 70-х годов, расцвета застоя Брежнева, от современной России. Разница была в прогнозируемости будущего. То есть я бы не сказал, что люди жили в Советском Союзе богато. Нет. Но богато в современном понимании. То есть, может быть, деньги они и получали, но на эти деньги мало что можно было купить. Были очереди за книгами, очереди за запись за телевизорами какие-то. Помню, мама ездила, покупала. Все нужно было покупать в Москве. Покупала какие-то там продукты питания, игрушки, господи, да, мебель какую-то. Ну, в общем, люди молились на какие-нибудь продукты из стран Варшавского договора. Ну, телевизор, там, не знаю, какой-нибудь. Ну, ладно, телевизор, может быть, и Рубин был бы, но, допустим, какие-нибудь там немецкие игрушки или там, господи, инструмент или еще что-то, немецкое качество. Помню, любил венгерские какие-то закрученные овощи, консервированные. Ну, то есть на самом деле был дефицит в Советском Союзе, и общее благосостояние людей было низкое. Люди хотели жить как на Западе. Хотя их пытались индоктринировать, но люди хотели жить как на Западе, иметь достаток материальный, как на Западе. Никто тогда не думал: о нет, мы хотим жить как в Афганистане, или нет, мы хотим жить как в Таиланде, в Индии. Нет, все хотели жить как на Западе, иметь вот такой вот бытовой достаток. Но у людей было понимание будущего в советской системе. Я учусь в школе. Вот я для себя могу рассказать. Я учу в школе, я вначале октябренок, потом в 4 классе я пионер, потом там где-то в 9 классе, в 10 я становлюсь комсомольцем, потом в университет пошел или куда-нибудь в какое-нибудь высшее желательно учебное заведение, там выбился в комсомольские вожаки, потом в конце университета кандидат в члены КПСС,
потом пошел куда-нибудь, допустим, по распределению, тебе же распределение куда-то послали, ты где-нибудь там отсиживаешь, отучиваешься несколько лет, которые ты обязан отучиться, и потом, возможно, ты уже член КПСС где-нибудь там. Если жену встретил в университете, то у вас там уже дети начались, и ты пошел-поехал, у тебя встал в очередь на квартиру, там какое-нибудь семейное общежитие, у тебя есть профсоюз, у тебя есть правком, профессиональный комитет, у тебя есть партком, то есть партийный комитет. Ну, партия, по сути, это государственная идеология и религия была в Советском Союзе. То есть, вот ты как-то понимал свою встроенность в этой системе. И, как я рассказывал в серии про СССР, я наблюдал конкретно из Джубги нашего друга семьи, который вот так вот для того, чтобы построить себе дом, он то работал на самосвале, чтобы ему подшабашить и привезти стройматериалы. Потом работал на кране, чтобы уложить эти стройматериалы. И там кому-то поехал краном, поработал, пошабашил, и тебя привезли там бетон, слили за наличку. Ну, то есть вот была понятная вот эта вот извращенная, но понятная советская система. И социальные лифты тоже были понятны. То есть, если отец у тебя генерал, то ты станешь, ну, как минимум полковником, если не генералом, да. Если ты работал там, ну, вот как мой отец работал в университете, то, понятно, он меня готовил к тому, чтобы и я был преподавателем университета. Я был какое-то время преподавателем университета, но все, в 90-е это уже сломалось. Потому что и уважение этой профессии вообще преподавателя, учителя, она потеряла. Ну, то есть вспомните в советские времена, какое было уважение к профессии учителя, школьного учителя или профессии преподавателя университета. А сейчас о каком уважении можно говорить? Вот. Да и в 90-е все, культ мамоны, культ денег. Ни в одной стране мира преподаватели, ну, во-первых, они там разных типов бывают, с разными типами контрактов, но обычно люди, которые занимаются обучением детей в школах, они, во-первых, бюджетники, они должны исполнять указания тех, кто им платит деньги. Ну хорошо, университетские преподаватели, они тоже зависят от работодателя, от университета, который им говорит, как преподавать, что преподавать. Тоже, в общем, не очень вольные люди в своих возможностях. И они тоже в основном не купаются в золоте. Но эти профессии, они... особенно преподаватели в высших учебных заведениях, они имеют некую степень вот такой вот ауру элитности, потому что это вроде как умственный труд, умные люди, которые могут работать на этих позициях, ну, по сути, до смерти, потому что работа головой. Вот. Плюс люди известные, с широким кругом общения. И примерно так же было в Советском Союзе. То есть Советский Союз понимал, что если вы строите отдельную цивилизацию советскую, то вам нужно иметь свой R&D, свой хай-тек, свои научные кадры. Какие-то деньги, конечно, Советский Союз вкладывал в науку. Потому что, ну, не все же можно было шпионами украсть за рубежом. Что-то приходилось даже хотя бы адаптировать на советской земле под советские стандарты. Вот. Сейчас же прогнозируемость будущего, ну, люди ж не совсем дебилы, люди видят в современной России, что был один
провал в 2008 году, в один кризис. Чуточку начали выкарабкиваться в 2011 году. Потом еще один провал в 2014 году. И потом уже вот с 2022 года, сейчас вроде бы как оборонка, все такое. Но инфляция это все съедает потихонечку, все эти сверхдоходы, которые получают люди. Ну, под сверхдоходами я имею в виду отличие от того, что раньше мало платили, сейчас платят больше в оборонке. Но опять же, новые основные фонды вы где купите станки, где вы купите технологии. Что-то не вижу, чтобы китайцы бежали вам продавать. Потом у китайцев же это не все своего собственного производства. То есть они тоже зависят от западных технологий. Ну, то есть люди, на самом деле, многие понимают, что происходит. И поэтому одного ребенка родили, окей, а дальше уже нет. А люди это основной капитал, не земля. Не земля. Посмотрите на малюсенькую страну Голландию, Нидерланды, да, которые себе перекрывают дамбами Северное море, осушают эти вот свои бывшее дно Северного моря и делают там земли для жизни. Посмотрите на маленькие Нидерланды, которые экономически очень сильные, и они сильны именно своим человеческим капиталом. Посмотрите на, не знаю, такую страну, как Соединенное Королевство. То есть Великобритания, Северная Ирландия, по численности населения маленькая страна, ну относительно маленькая. Есть страны побольше, та же Бразилия, но по экономическому потенциалу в первой пятерке в мире. Япония то же самое. Территория вообще никакая с учетом гор. Но за счет численности, пускай даже стареющего населения, но сейчас экономически Япония все равно в лидерах. Южная Корея вообще никакой территории, считайте, нет. Тоже за счет большого количества населения, которое имеет высокий образовательный индекс, в лидерах страна по экономике. С другой стороны, есть большие страны по территории, которые маленькие по численности. Алжир какой-нибудь. Вот. Или, экономика Канады тоже не... Территория огромная, а людей там мало, экономика там, если бы не США, то не очень. Вот. Но и Соединенные Штаты, и Канада, и Мексика, они в одном экономическом пространстве. Мексиканцы тоже, кстати, страна большая по площади, но не вся она может быть обитаемой за счет климатических особенностей рельефа. Зато там, где люди живут, в Мексике, там их живет много по численности. Скоро будет больше, чем Россия. В Мексике людей жить. Вот. Так вот, возвращаясь к нашему заочному диспуту не с Дробышевским, а с его поклонниками, которые меня забросали комментариями в Инстаграме. Кстати, этот пост был не под постом, вернее, мой комментарий не был под постом Дробышевского, а кто-то выкрал кусок его речи, там буквально на пару минут. Я прокомментировал, что с ним не согласен, и на меня просто напали. Что да нет, да вот. Да, я согласен, что когда квартира маленькая, это косвенно говорит о низком доходе. Но высокий доход первопричина, а прогнозируемость будущего, то есть могут быть доходы не только бенефиты от жизни, да, преимущества не только в виде денег, но могут быть и нематериальные. Например, какой-нибудь, я не знаю,
бесплатная раздача земли. Ну вот просто, не знаю, в Испании огромное количество пустых территорий. Огромное количество. Тут, по сути, люди, это бублик. Испания это бублик. То есть они живут вдоль побережья, где мягкий климат за счет океана и Средиземного моря. И исторически так сложилось, они живут вокруг Мадрида. То есть вот Мадрид и агломерация Мадрида там тоже живут. Вот, центр бублика. Ну вот в Андалусии там на юге побольше людей живет. Ну тоже около моря. Не около моря есть только Сарагоса. Надеюсь, мой друг Карлос доволен, что я его родной город правильно произнес. Сарагоса. Вот она не около моря, но она на большой реке находится. Бывшая столица региона. Поэтому это исторически крупный город. Ну и, насколько я понимаю, из крупных городов не на побережье это все. Потому что все остальное на побережье либо не очень крупное. Ну, есть город Леон. Он, по-моему, не на побережье. Но он не очень большой. И на память... Все остальное в той или иной степени близко к Мадриду, то есть я бы условно отнес к агломерации Мадрида. Вот. Есть большие территории, которые просто слабо заселены, типа Сории. Вот есть город такой в Испании, Сории. Ля Роха, по-моему, называется регион. Самый плохо заселенный регион в Испании. Недалеко относительно от Мадрида, недалеко от Сарагосы. Вот. Ну вот как-то он так посередине, как раз вот внутри этого бублика находится. Там мало кто живет. 30-35 тысяч во всем регионе. В провинции, да, в автономном сообществе. Ну вот. То есть, да, испанцы мне, кстати, да, попрошу вас, кто желает, можете подписаться на Патреоне и на Бусти. Выложил все-таки статью о долгожительстве в Испании. Я там в том числе демографию разбираю Европы, России, Украины и Испании. Опрашивал испанцев, брал у них интервью, спрашивал, почему они, ну как бы там часть этой статьи посвящена демографии, спрашивал, почему они мало рожают. Потому что в Испании очень маленький, низкий индекс фертильности 1,3, это ниже, чем воспроизводство популяции, воспроизводство населения страны. Испания растет за счет, не за счет рождения, а за счет притока мигрантов, в основном из стран Латинской Америки, я уже говорил. Ну вот, и я в рамках написания этой статьи спрашивал испанцев, почему, но они объясняют мне, да, отчасти тут Дробышевский прав, что вот, когда им 20-30 лет, у них денег еще мало, они живут еще с родителями, они еще не знают, чем они будут заниматься, а здесь, кстати, в Европе позднее взрослеют. То есть наш какой-нибудь 20-летний студент, это местный 27-летний студент, то есть ЛАК примерно 7 лет. Вот. И тут действительно люди учатся в университете уже после того, как они окончили школу, что-то там поделали, потусили, покайфовали. И вот они определяются к 30 годам, чем они хотят заниматься. То есть в чем их интерес. Ну, потому что образование платное, хоть и не очень дорогое, смотря где учиться, но все равно платное. То есть деньги хочется вкладывать в то, что ты понимаешь, что ты хочешь делать в дальнейшем, в будущем, чтобы потом не получилось так, что ты получил диплом, выходишь из университета, такой, блин, да не хочу этим заниматься, пойду буду актером. То есть здесь 27-летний, это, ну, наверное, как в моем возрасте, в мое время был 20-летний. И вот он 27 лет, в 30 он заканчивает университет, там пока карьера, то все 5-10, познакомился с девушкой, несколько лет встречаются, никто не бежит в ЗАГС, где-то к 35 годам они семью создают, еще пожили в семье вместе, это не я придумал, это мне так рассказывали женщины.
И вот к 40 годам, то есть 35-40, женщина наконец-таки увидела достаточную степень стабильности. Испанская мама или итальянская, это у всех южных народов, наконец-таки согласилась отпустить своего сыночка к этой ведьме, то есть к его будущей жене или уже текущей жене. Вот где-то в районе 40 лет мамочка выгоняет сына из дома, передает, так сказать, на поруки его жене, с рук в руки. И вот он 40 лет уже с женой производит не ребеночка, то есть все 5-10, пока они его вырастили. Ну, понятно, что она одна, она независимая европейская женщина, это испанская жена, она не хочет делать через 9 месяцев или через год еще одного ребенка. Нет, она хочет по-прежнему тусить со своими подругами, пить каву, то есть местное шампанское, так оно называется в Испании, куда-нибудь там на какие-нибудь тусовки ездить. То есть она, ну вот представь себе, как себя бы хотел вести мужчина. Сделал дело, то есть ребенка, и дальше, как сказать, жить своей обычной жизнью. Вот ровно то же самое в правилах равноправного отношения к обязанностям в Испании женщина хочет и здесь. То есть она тоже хочет там потусить. И, в общем, пока ребенок не подрастет, а там уже 45 лет. Уже 45 лет, уже менопауза, уже особо детей не поделаешь. Ну, плюс-минус, там, в зависимости от женщины, конечно, от индивидуальной биологии. Редко кто выходит на второго ребенка. Да, еще раз говорю, Дробышевский частично прав в том смысле, что он называет необеспеченную жилплощадью нужного размера как одна из причин, но не единственная, не самая важная. Тут же я в Испании наблюдаю огромное количество мусульман, которые по нескольку детей имеют, и это мигранты. Я с ними хожу учить испанский в Красном Кресте, и вероятнее всего они живут в очень стесненных жилищных условиях, в одной комнате несколько человек, разнополых, возможно, предыдущие дети. И тем не менее, многие из мусульман здесь, в Испании, по несколько детей имеют. Почему? Ну, потому что у них другое отношение к понятию достаточных условий для создания семьи. У них хотя бы то, что они находятся, как я понимаю, в стране, где тебя не будут убивать за то, что ты не так молишься Богу. В исламе же тоже существуют разные направления. Хотя бы то, что ты в стране находишься, где правительства не меняются, в смысле группировки, которые управляют тобой, правительство тут часто меняется в Испании, но строй остается один и тот же. Королевская семья одна и та же последние несколько сот лет. Вот, для них, для этих мусульман, это достаточно стабильные условия для того, чтобы производить детей. Им этого хватает. Испанцам этих условий недостаточно. Ему нужно что-то больше. Разные культурные подходы, ценности, культурные коды. Вот. Поэтому я не был согласен в этом комментарии с Дробышевским. То есть должно быть деньги и прогнозируемость будущего. Деньги могут дать при определенном размере прогнозируемость будущего. Ну, то есть, условно, если ты в России обладаешь несколькими, ну, скажем так, 300-400 тысяч евро в активах, вот сейчас в России, ну, там, от, скажем, 200 тысяч евро, то, в принципе, ты можешь спокойно смотреть в будущее. Если эти деньги надежно сохранены, не то, что они там в Сбербанке на счете лежат, где они очень могут быстро пропасть, но в разных активах разбросаны, в активах, не в смысле акций, не в смысле крипты, не в смысле, господи, там, каких-нибудь основных средств, которые тебя могут завтра отобрать и сказать, что ты никогда им не владел. Ну, как-то так хорошо разбросаны по разным корзинам, чтобы у тебя их не могли отобрать, эти средства. Ну вот, если у тебя в конце концов они в наличке лежат, но не в России, опять же, могут же прийти и просто обворовать или изъять
не в коробках из-под обуви на антресоле лежат, а где-то так более-менее с разумом припрятаны, ну вот, можно сказать, что у тебя есть прогнозируемое будущее. Потому что если ты действительно хорошо эти активы в России припрятал, они у тебя хотя бы в рублевом выражении не теряют в цене, а валюта всегда растет в цене. Ну, то есть понятно, что есть долларовая инфляция и инфляция в евро, но все равно это не та инфляция, которая в рублях. Соответственно, если ты понимаешь, что ты можешь вывести эти евро или доллары, или другую валюту из России, ну, у тебя будущее прогнозируемое. И значит, ты можешь спокойно размножаться. И, как я понимаю, сейчас основной тренд, фу, старичок, скуф. Поставьте мне лайк за самокритику и напишите, скуф я или масик. Так вот, если у тебя есть некие там, несколько сот тысяч евро на кармане, то в чем проблема? Сегодня ты зарабатываешь в России, но ты всегда в низком старте, если что, можешь выехать и жить в другой стране, которая тебе больше нравится. С такой суммой ты можешь, в принципе, достаточно свободно выбирать страну, которая тебе нравится, со своей семьей. Ну, может быть, не Дубай или Швейцария, все-таки дорогие страны. Но с 200 тысячами евро можно стартовать в Испании достаточно мягко. Это не бог весть какая сумма для Испании, поверьте мне. То есть здесь меня окружают квартиры и дома, которые стоят в районе миллиона евро. Но с 200 тысячами евро в Испании можно стартовать мягко. Спокойно нанять адвокатов. Спокойно выбрать себе программу, по какой вы хотите сюда приехать. Регион, где вы хотите жить. Арендовать что-то на первое время, пока вы не купите. Вот. Ну, правда, 200 тысяч евро может не хватить для покупки в некоторых регионах. Но, в принципе, от 100 тысяч евро можно купить неплохую квартиру даже в Каталонии. Вот, или в Мадриде. Дорогие регионы, но можно. По моим меркам неплохую квартиру, по чьим-то меркам говно. Ну, понятно, что вот до 100 тысяч евро тут ничего приличного подобрать не получится. По крайней мере, в регионе, который считается интересным. Типа Каталонии, или Аликанте, или Мадрида, или страны Басков. Вот, или Валенсии. Ну, такие вот самые экономически развитые регионы, там цены повыше. Вот. А с 200 тысячами уже так можно подобрать себе, и на то хватит, и пожить тут хватит, и адвокатам. Ну, вот. Поэтому такие люди могут размножаться, у кого есть такие деньги. И уверенно, более-менее, смотреть в завтрашний день. Ну, понятно, что совсем уверенно невозможно никому смотреть. Я думаю, что и Трамп слегка сомневается иногда, смотря в завтрашний день. Но, тем не менее. Вот такой вот воскресный монолог. Извините, что я вам тут вывалил все это. Ну, надеюсь, что вам хоть отчасти было интересно, и вы мне поставите несколько лайков. Вот. Напишите комментарий, подпишитесь. Всем пока.